Ну и что же нам подогнали тут? Давайте посмотрим. Это комбик. Ни разу не ламповый, он целиком моделирующий цифровой. Мощность у него максимальная 100 Вт. На борту установлен динамик 1 штук размером 12 дюймов. Теперь давайте присмотримся к панели управления. На мой взгляд, тут все очень понятно и доступно разбито по блокам. Итак, секция амплифайер, где можно выбрать тип, собственно, усилителя, уровень гейна, громкости. Дальше секция эквализации. У нас 3 полосы, блок и эффектов. Там, соответственно, мы можем задействовать одновременно аж целых 5 штук. И последняя секция, про которую мы должны упомянуть, это секция под названием Tone Settings. Там мы можем регулировать ручкой мастер громкость, регулировать presence. И да, вот есть такой замечательный переключатель, который непременно оценят диванчики, который переключает мощность усилителя 0,5 ватта, 50 ватт и 100 ватт. То есть это можно и дома на диванчике пожужжать, и на репу взять. Кроме того, вы, соответственно, можете переключать вот с верхней панели пресеты. Если вы хотите переключать их ногами, то покупайте уже FootSwitch. И теперь перейдем непосредственно к кручению звуков. Начнем мы с секции Amplifier, то есть послушаем типы усилителя. И, значит, тут такая есть кнопочка Variation, которая добавляет тембрального разнообразия. То есть у нас есть, по сути, 2 варианта каждого звука. Мы их, соответственно, и послушаем. Начнем мы с пресета под названием Acoustic. Следующий пресет под названием Clean. И гейн еще добавим. Ну, чисто звук тут примечателен тем, что при добавлении гейна он не превращается в кранч. А кранч — это у нас следующая позиция. Ну, соответственно, послушаем. Ну и давайте уберем гейн, послушаем, как оно звучит. Вторая вариация. Так, следующий звук у нас под названием Lead. Ну, гейна пока сделаем немного, послушаем. И теперь гейна добавляем. Ну, количество гейна тут, в принципе, зашкаливающее, уже можно бы и поменьше использовать. Так, и последний у нас называется Brown. Слушаем. Классический метальный рифовый звук. И теперь вариация. Ну, как-то так. И теперь перейдем к самому вкусному. Блок эффектов. Как уже было сказано ранее, мы одновременно можем использовать до 5 эффектов, которые у нас скрываются вот в этих двойных ручках, и вот у нас одинарные. Итак, что у нас есть? Последовательно. Ручка большая, маленькая, отвечает, соответственно, за всякие разные овердрайвы. Дальше у нас идет модуляция, секция FX со всякими интересными эффектами, мы к этому перейдем. Дилей, и тут у нас реверы.
И, соответственно, вверху кнопочки у нас 5 штук спрятаны ими, мы можем переключать непосредственно типы эффектов. Все, в принципе, довольно просто. Итак, это у нас будет Overdrive. Слушаем. Ну да, надо послушать без него, конечно же. Добавляем. Ну, то есть кого-то, если не устраивает звучание перегруза, надо его как-то модифицировать. Вы можете, соответственно, этими эффектами еще звук подогнать под себя. Кручением ручки мы уровень, соответственно, гейна или эффекта добавляем. Итак, послушаем вот на максимальных значениях. Следующий перегруз. Гейна поменьше, наверное, сделаю. И последний. Тут у нас явно злой метальный дисторшн. Итак, убираем, переходим к модуляциям. Ну, в таких значениях это уже мультик «Тайна третьей планеты» можно озвучивать. Поэтому сделаем поменьше. И следующий эффект. Переходим к следующему блоку. Ручка большая у нас отвечает за всякие разные интересные эффекты. Там они... Ну, вы сейчас сами все услышите, впрочем. Так, первый — это у нас квак. Вот, и непосредственно ручкой вы можете частотку подогнать под себя, на какой частоте у вас гитара будет квакать. Переключаем следующий эффект, посмотрим, что у нас тут. Октавер. Ну, для интересности давайте добавим туда перегруза немножко. Неплохо. Так, перегруз отключаем и переходим к следующему эффекту. Что у нас там? Так, тут у нас явно тремоло, но скорость бы я повысил. В компании с хорусом, я думаю, ну или с другими модуляциями, я думаю, будет очень даже неплохо. Давайте попробуем сделать. Тут глубину поменьше. Да, для любителей вот такого плана аккомпанемента, в принципе, зайдет. Так, следующий у нас дилей. Ну, в миксе его надо поменьше, конечно, сделать. Так, давайте следующий.
И последний эффект у нас ревер. Ну, в общем, как видите, мы вполне обеспечены набором всех необходимых базовых эффектов, с помощью которых можно накрутить практически любой звук. Давайте теперь посмотрим на усилитель сзади. Там все тоже достаточно интересно. Ну, во-первых, это традиционная для комбиков петля эффектов, разъем для подключения USB, два разъема для подключения футсвича и педали экспрессии, вход AUX-IN для подключения внешних источников звука, рекаут, разъем уже со встроенной эмуляцией, чтобы можно было в тишине заниматься. И вот теперь еще интересная штука, line-out и power-amp-in. С помощью этих разъемов вы можете собрать два усилителя в цепь и играть с помощью них в стерео. Один из главных ништяков, который есть у моделирующих комбиков, это выход с эмуляции. Давайте послушаем, как это все звучит и с эффектами в том числе. В качестве общей характеристики этого комбика очень хорошо подходит слово «универсальность». То есть он, благодаря мощности и габаритам, в принципе, достаточно такой более-менее транспортабельный. То есть вы можете закинуть в машину и довести отыграть сет на концерте. И при этом, благодаря наличию аттенюатора, можете спокойно на громкости 0,5 Вт заниматься дома. Можете писать его прямо в комп. У вас тут есть целая куча эффектов. То есть по звуку тут тоже все достаточно разнообразно и, еще раз говорю, подходит и для домашнего музицирования, для репетиций и для концертов. Так что аппарат, еще раз говорю, универсальный. Ну и, конечно, подключив комбик к компьютеру, вы можете все детально нарулить в удобном приложении и сохранить эти пресеты для своего выступления или для записи демок в студии. И не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, что-нибудь написать в комментариях, а то нам становится очень грустно, когда это все не происходит. И у нас есть группа ВКонтакте, Инстаграм, туда тоже заходите. Всем пока! Камеры пишут! В этом, полицейская академия. Тишина! Лосар, да? Не Лосар, а Харрисон. А, Харрисон, да. Димон, мы тебе это глазку приклеим. Блин, я, кстати, недавно пересматривал. На редкость тупой фильм.